Как выглядят самые невероятные лесовозы? Как им удается совершать просто чудеса маневрирования сквозь реки, грязь по кабину и безумные подъемы? Это настоящее технологическое безумие в реальной жизни. А наконец, я оставил самые эпические кадры. Советую досмотреть, зачем нужны лесовозы. В чем смысл лесовозов? Это незаменимый помощник в лесной отрасли, без которого невозможно представить современную лесозаготовку. Эти мощные машины способны не только перевозить длинные бревна, но и самостоятельно загружать их. Почему это так важно? Все дело в том, что свежесрубленная древесина требует быстрой обработки, чтобы сохранить ее качество. И за это готовы платить хорошие деньги. Отсюда и потребность вывозить бревна в любую погоду. Как устроен лесовоз? Это целый комплекс, состоящий из грузового шасси с надстройкой и множеством технических ухищрений. Во-первых, у машины высокий дорожный просвет и полный привод, что позволяет ей беспрепятственно двигаться по лесным тропам. Во-вторых, на раме установлены специальные ложементы с кониками, которые надежно удерживают бревна во время транспортировки. Эти коники могут перемещаться вдоль рамы, обеспечивая дополнительную фиксацию груза. Перед кабиной расположена защитная решетка, которая предотвращает смещение бревен при внезапном торможении. Интересный факт. Большинство лесовозов оснащены гидроманипуляторами. Это специальное оборудование, которое не только упрощает погрузку и разгрузку, но и значительно ускоряет весь процесс. Подумайте, насколько это удобно. Также стоит упомянуть о разновидностях лесовозов. Есть сортиментовозы, которые перевозят всевозможные лесные материалы, от веток до цельных бревен. А есть хлыстовозы, они специализируются на транспортировке длинномерных бревен. И, конечно, не забывайте об автопоездах. Эти гиганты способны вести огромные партии древесины, обеспечивая максимальную надежность закрепления груза. Как работает лесовоз? Ну и чтобы сразу разобраться, как это работает на месте, давайте посмотрим на Tachfun Leaf в деле. Понятно, что здесь подготовленная площадка, а в реальной жизни это полное отсутствие дорог, слякоть и невероятные спуски. Но смысл остается тот же. Оператор, добравшись до места загрузки, пересаживается на манипулятор и использует джойстики для точных действий краном. Оснащенный длинной стрелой с захватом на конце, манипулятор начинает свою работу. Первый этап работы включает подъезд к выбранной стопке бревен. Оператор медленно и точно маневрирует стрелой, позволяя захвату спуститься и охватить бревна. После захвата бревно поднимается и аккуратно перемещается в кузов. Бревнышко в бревнышко, практически тетрис в реальной жизни, ведь очень важно все уложить правильно. Тогда груз не будет перекатываться и создавать лишних проблем при перевозке. В заключение, оператор завершает рабочий цикл, аккуратно укладывая последнее бревно на стопку и возвращая кран в исходное положение. Это видео ясно показывает, как применение таких кранов и лесовозов значительно упрощает и ускоряет процессы погрузки и разгрузки древесины, делая их более безопасными и эффективными. Фактически, это автономная единица, которая сама добирается до места, грузится, а потом доставляет и разгружается. Очень практично, да? Чем лесовозы отличаются от обычных тягачей? И прежде чем покажу самые невероятные модели лесовозов, давайте объясню, чем они отличаются от обычных тягачей. Просто взгляните на эти кадры. Особенности лесозаготовительной индустрии заключаются в некоторых спецификах, среди которых стоит выделить высокие транспортные издержки. В условиях стремления к экономии предприятия вкладывают в приобретение лесовозов с манипуляторами, подбирая их под конкретные требования работы. Особое внимание уделяется выбору шасси, типа тягача, наличия полуприцепа и коников, а также гидравлических манипуляторов, что обеспечивает оптимальное сочетание грузоподъемности, маневренности и проходимости. Преимущество специализированного шасси с прицепом особенно заметно при необходимости транспортировки крупногабаритного леса при практически полном отсутствии дорог. При этом длинные прицепы с 4 осями упрощают перевозку больших объемов древесины, а манипулятор, установленный на заднем свесе, облегчает загрузочно-разгрузочные операции. Использование лесовоза с полуприцепом позволяет эффективно использовать разные типы манипуляторов для перевозки кругляка, бруса и досок, минимизируя время простоя. В таких случаях обычный тягач, желательно на 3 осях, повышает проходимость и грузоподъемность, что критически важно для лесозаготовительных операций. КамАЗ-4310. Вот взгляните на это безумие. Лесовоз КамАЗ-4310 с манипулятором – это мощное транспортное средство, предназначенное для перевозки длинных и объемных грузов, таких как древесина и пиломатериалы. Этот крупнотоннажный автомобиль выделяется благодаря своей колесной схеме 6х6, что обеспечивает ему высокую проходимость даже в сложных дорожных и местных условиях. Основная сила лесовоза КамАЗ кроется в его 2 дизельных двигателях с турбонаддувом, что позволяет достигать высокой мощности
и эффективности при выполнении задач по транспортировке тяжелых грузов. Кроме того, автомобиль оснащен механической коробкой передач, сухим дисковым сцеплением и полноприводной трансмиссией, что дополнительно повышает его функциональность и надежность в эксплуатации. Для манипулирования грузами на лесовозе установлен кран-манипулятор с возможностью вылета стрелы до 7 метров и грузоподъемностью до 650 килограммов. Это позволяет эффективно загружать и разгружать длинномерные грузы, упрощая логистические процессы и сокращая время на выполнение работ. Мосты автомобиля оборудованы блокируемыми дифференциалами механического типа, что гарантирует отличное сцепление с дорогой и стабильность при движении по неровным поверхностям. Или, говоря простым языком, эта штука проедет где угодно. Но поверьте, это еще не самая безумная из сегодняшних машин. Ponce Buffalo. Ponce Buffalo — это еще один лесовоз, который считается эталоном в лесозаготовительной индустрии благодаря своей мощности, универсальности и высокой надежности. Эта машина выбирается профессионалами за ее способность эффективно справляться с тяжелыми задачами в сложных условиях. Ponce Buffalo оснащен двигателем Mercedes-Benz OM 906 LA, который развивает мощность до 275 лошадиных сил и крутящий момент 1100 ньютон-метров при 1500 оборотах в минуту. Такие параметры гарантируют отличную производительность при выполнении лесозаготовительных работ. Форвардер имеет длину 11,25 метра, ширину 2,96 метра. Клиренс в 0,7 метра облегчает маневрирование по пересеченной местности, что делает его особенно полезным в лесу. Просто монстр, созданный для бездорожья. Buffalo может перевозить до 14 тонн на стандартных осях и до 15 тонн при использовании уравновешенных осей. Это позволяет перевозить большие объемы древесины, что делает его идеальным выбором для крупных лесозаготовительных операций. Но есть нюанс. На таком тракторе далеко не уедешь. КАМАЗ 403 и ДОА-18. Зато грузовик КАМАЗ 430 1.18 с манипулятором является отличным примером высокопроходимого автомобиля, обладающего колесной формулой 6х6, что делает его идеальным выбором для работы в сложных дорожных и местных условиях. Эффективность этого транспортного средства усиливается за счет конструкции, где кабина размещена над двигателем, что способствует улучшенной видимости и управляемости. Основное предназначение КАМАЗ 430 1.18 – транспортировка длинномерных и объемных грузов, таких как пиломатериалы и бревна. И как видите, он с этим отлично справляется. Добавление манипулятора значительно расширяет функциональность этого автомобиля, позволяя не только перевозить, но и самостоятельно загружать и разгружать грузы, что повышает эффективность и уменьшает затраты на дополнительную технику. Коробка передач КАМАЗ 154ZF9 обеспечивает плавное и точное переключение скоростей, в то время как двигатель мощностью 260 или 300 лошадиных сил гарантирует достаточную тягу, даже при полной загрузке. Грузоподъемность автомобиля достигает 9,55 тонны, а объем загрузки до 20 кубических метров, что делает его одним из самых вместительных в своем классе. А если вам нужен еще более проходимый и безотказный вариант, то присмотритесь к следующему аппарату. Урал 4320. Лесовоз. Урал с манипулятором – это действительно мощное и надежное транспортное средство, специально разработанное для работы в самых сложных условиях. Не зря это шасси используют в вооруженных силах, просто взгляните на это, оснащенный колесной компоновкой 6х6. Лесовоз идеально подходит для перемещения по разнообразным дорожным покрытиям и бездорожью, обеспечивая высокую проходимость и уверенное передвижение. Одним из ключевых преимуществ этого автомобиля является встроенный гидравлический манипулятор, который значительно упрощает процессы загрузки и разгрузки грузов. Это особенно важно при транспортировке круглого леса и длинномерных пиломатериалов, требующих особой аккуратности и осторожности при обращении. Технические характеристики лесовоза «Урал» впечатляют. Полная масса в снаряженном состоянии составляет 12 150 килограммов, а общая масса достигает 21 300 килограммов. Двигатель тут стоит ЯМЗ-236 мощностью 230 лошадиных сил, а максимальная скорость автомобиля 75 км в час, что делает лесовоз особенно эффективным. Урал 4320 также обладает отличными вездеходными качествами благодаря клиренсу высотой 360 мм, что позволяет автомобилю преодолевать подъемы до 60% и водные преграды глубиной до 1,5 метров. Да уж, настоящий король бездорожья. Но что по поводу европейских вариантов? Volvo FH6 Volvo FH6 выделяется на фоне других лесовозов своими впечатляющими характеристиками и продуманной комплектацией.
функций. Грузовик даже оснащен спальной кабиной Globetrotter высокого уровня комфортности, предлагая 2 удобные спальные полки, что делает его идеальным выбором для длительных перевозок. Длина автомобиля составляет 9,86 метра, ширина 2,49 метра, а высота кабины 3,5 метра. Общая масса лесовоза составляет 35 тонн, с возможностью нагрузки на переднюю ось до 9 тонн и на 2 задних моста до 26 тонн. Лесовозная надстройка Alucar оснащена 8 стальными стойками, подвижным креплением коников и лебедками с ремнями для надежной фиксации грузов. Также автомобиль комплектуется гидроманипулятором. Двигатель D13 с рабочим объемом 12,8 литра, оборудованный системой Common Rail, турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, развивает мощность 540 лошадиных сил. Основа грузовика – мощная рама лонжеронного типа с зависимыми подвесками и стабилизаторами поперечной устойчивости на обеих осях. Все это вместе с электронно управляемой тормозной системой с ABS и гидравлическим усилителем управления делает Volvo FH 6х4 идеальным решением для тяжелых и сложных условий эксплуатации в лесозаготовке. На таком можно не просто бревна из леса вывести, а еще и перевести их на несколько тысяч километров. MAN TGS 6.6. Ну и куда без MAN TGS 6х6. Это полноприводный крупнотоннажный грузовик с бескапотной кабиной, которая сочетает в себе прочную конструкцию, превосходную проходимость и выдающиеся технические характеристики. Этот лесовоз предназначен для эффективной погрузки, разгрузки и транспортировки древесины различного диаметра, включая работу в составе автопоезда с использованием специального прицепа. Он идеально подходит для эксплуатации на дорогах всех категорий и в условиях труднопроходимой местности, с возможностью выбора исполнения с гидроманипулятором, внедорожной или универсальной резиной. MAN AGS 6х6 оснащается цельнометаллической кабиной с современным дизайном и продуманным до мелочей эргономичным интерьером. Внутри кабины установлены 2 комфортабельных сиденья, водительское с пневматической подвеской, подлокотниками и множеством регулировок, пассажирское с возможностью настройки по продольной плоскости и углу наклона спинки. Представляете, какой комфорт? Ребятам в Урале такое только снится. Снаряженная масса MAN TGS 6х6 составляет около 12 тонн. При этом он способен перевозить груз весом до 21 тонны. Под капотом находится 6-цилиндровый дизельный двигатель D26 объемом 12,4 литра. Этот мотор выдает 480 лошадиных сил. Грузовик укомплектован лонжеронной рамой из высокопрочной стали, зависимым шасси с параболическими рессорами, стабилизаторами поперечной устойчивости и амортизаторами. Но что если нужен более проходимый вариант? Valmet 843, и тут выручит Valmet 840.3. Это настоящее лесное безумие. Эта машина обладает высокой производительностью и надежностью, что делает ее ценным активом в лесной и индустрии. Оснащенный двигателем 66 CTA Common Rail, Forwarder развивает мощность в 168 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент 700 ньютон-метров. Valmet 840.3 отличается умеренными размерами. При длине в 9,3 метра и колесной базе в 1,67 метра, что при высоте до верхней части крана в 3,8 метра делает его достаточно компактным для маневренной работы в лесу. Он может забраться в любые дебри. При этом машина предлагается в 2 исполнениях – 6-колесном и 8-колесном. Этот форвардер способен перевозить груз весом до 12 тонн, а гидравлическая система форвардера оснащена гидростатической трансмиссией, которая позволяет развивать максимальную скорость до 23,5 км в час. Valmet 840.3 является превосходным выбором для лесозаготовительных работ, сочетая мощь, маневренность и впечатляющую грузоподъемность, что делает его незаменимым помощником для выполнения самых сложных задач в лесной промышленности. Timberjack Deremi 110. Ну и напоследок оставил еще один невероятный аппарат. Timberjack 1210 – это надежный и мощный форвардер-лесовоз, который широко используется в лесозаготовительной промышленности благодаря своей производительности и прочной конструкции. Эта машина идеально подходит для работы в сложных условиях, обеспечивая высокую грузоподъемность и отличную маневренность. Оснащенный двигателем Perkins, Timberjack 1210 способен эффективно справляться с тяжелыми нагрузками и работать в интенсивном режиме. Длина машины составляет 9,6 метра, ширина 2,64 метра, а высота 3,7 метра, при операционном весе 12,9 тонны. С грузоподъемностью до 12 тонн
Timberjack 1210 идеален для транспортировки больших объемов лесоматериалов на значительные расстояния. Кран Loglift и высокоэффективная гидравлическая система гарантируют надежное и эффективное управление грузом даже в самых сложных условиях. Используемый в различных лесозаготовительных операциях, включая прореживание и сплошные рубки, Timberjack 1210 благодаря своей мощи и грузоподъемности способен эффективно работать в плотных лесных массивах и на пересеченной местности. Удобная кабина оператора и современные системы управления делают работу более комфортной и безопасной. Невероятная машина, правда? А на этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Друзья, если вы умеете переть вперед, как эти невероятные машины, можете писать сценарии, монтировать видео или занимаетесь озвучкой, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. И спасибо за просмотр!